Всем привет, дорогие друзья! Сейчас очень жарко, все изнывают от зноя. И отличным решением в жару является фруктовый, в данном случае клубничный лед. Его приготовить очень-очень просто. Потребуется время только на заморозку. Отлично утоляет жажду, не содержит никаких красителей и ароматизаторов. И можно регулировать количество сахара по своему вкусу и усмотрению. Поэтому, если вы хотите приготовить изумительный фруктовый лед, добро пожаловать ко мне на кухню. 300 граммов свежей клубники, можно, конечно же, использовать и замороженную, которую необходимо предварительно разморозить. Измельчаем с помощью блендера. Протираем получившееся пюре через сито. Если вам косточки не мешают в готовом десерте, то можно этот шаг пропустить. Добавляем в клубничное пюре около 2 чайных ложек лимонного сока. Отставляем пока пюре в сторону. В ковшик наливаем 300 мл воды. Всыпаем 80 граммов сахара или по вкусу. Все будет зависеть от сладости клубники, которую вы используете. А также 55 граммов инвертного сиропа. Как приготовить инвертный сироп уже есть на канале. Ссылка будет в описании под видео. Также, если вы не хотите заморачиваться приготовлением инвертного сиропа, его можно заменить медом. Желательно использовать майский мед, у которого нет выраженного вкуса. И отправляем ковшик на огонь. Сироп закипит, покипел 1 минутку. И теперь добавляю в сироп набухший желатин. У меня здесь 6 граммов желатина, который предварительно залила 100 мл холодной воды и оставила на час для набухания. Сразу предупреждаю ваш вопрос. С желатином ничего не случится, несмотря на то, что сироп очень горячий. Даже во время кипячения желатин не портится и своих свойств не теряет. Даем сиропу остыть до комнатной температуры. И теперь соединяем остывший сироп и клубничное пюре. Беру формочки для мороженого. Дополнительно нарезала клубнику мелкими кубиками. И по 1 ложечке помещаю нарезанную клубнику в формочки. Удобно заливать наш будущий лед из ковшика. Кувшина переливаю в кувшинчик и заполняю формочки. Если у вас нет таких формочек, можно с легкостью использовать одноразовые бумажные или пластиковые стаканы. И отправляю формочки в морозильную камеру до полного застывания. Мой фруктовый лед хорошо замерз, он постоял ночь в холодильнике. Теперь я извлеку его из формочек. Для этого опущу формочки в стакан с горячей водой на несколько секунд. Вот такое изумительное, освежающее лакомство получается. И оно не содержит абсолютно никакой химии, никаких искусственных добавок. Все натуральное.